Всем привет! С вами канал Трипология звука, и сегодня у нас достаточно необычный обзор на синтезатор Maestro. С этим прибором у меня достаточно много связано. Вы можете найти на моем канале видео про то, как я рассматривал запуск процессора, про то, как опрашивается клавиатура и так далее. В этом обзоре я не буду рассказывать подробно историю прибора, потому что на YouTube существует канал человека, который участвовал в создании данного синтезатора, Владимира Кузьмина, и он от первого лица подробно достаточно рассказал про историю создания данного синтезатора и про основные его функции. Этот обзор достаточно необычен тем, что синтезатор, который вы видите на столе, не только в очень хорошем состоянии, но и модифицирован мной. То есть в него добавлены дополнительные возможности, а также данный синтезатор мидирован. Именно данный экземпляр, в принципе, будет неплохим примером того, как можно использовать этот синтезатор в современной музыке, когда у него есть такие возможности. Краткая ремарка о данном синтезаторе. Выпускался он с 1986 года. Дизайнер Олимпиада Кузьмина, инженер Владимир Кузьмин, конструктор Шавкунов. И еще участвовал программист Григорий Шавдуров. Ну, по крайней мере, Владимир Кузьмин так отписывал, когда я интересовался о аспектах откладки данного прибора. Особенность данного прибора в том, что генерация звука в нем цифровая, а вот остальная часть вся аналоговая. То есть это некий гибрид. Данный прибор, ввиду того, что он цифровой, имеет такое понятие, как полифония. Цифровые приборы имеют некоторые ограничения на количество одновременно звучащих нот. В Maestro этих нот звучать может одновременно, если я нажму, то есть 4 клавиши. Сейчас я держу в руках сердце данного синтезатора, то есть это плата, на которой расположена цифровая часть, которая и генерирует звук. То есть здесь расположен процессор KR580. Про него я подробно рассказывал в других своих видео, вы можете их найти на канале. А сам звук генерируется здесь на 2 таймерах. Каждый таймер генерирует 2 голоса, то есть, соответственно, 2 таймера, 4 голоса. В разных версиях синтезатора я встречал разные платы. Есть вот в таком исполнении, когда процессор находится в углу и сразу за ним находится память. А есть вот в таком исполнении. Здесь выпаяны 2 микросхемы ПЗУ, в которых расположена прошивка, а процессор находится чуть выше. То есть это 2 разные ревизии платы. Они, в принципе, аналогичны полностью, только у них разная разводка. О ПЗУ, прошивке и дампы на данный синтезатор вы тоже можете найти на моем канале. Есть подробное видео о том, как я сливал впервые в интернете прошивку с данного синтезатора. Она есть в свободном доступе. Если у вас есть какие-то проблемы с вашей памятью, из-за чего цифровая часть вашего синтезатора не работает, вы можете скачать эти дампы и с помощью программатора зашить, и, возможно, ваш синтезатор оживет.
Рассмотрим внешний вид данного устройства. Первое, что в нем нравится, то, что он выглядит и на сегодняшний день достаточно современно. Опять же, в обзоре Владимира можно услышать о том, что в данном синтезаторе впервые применялся такой форм-фактор, и этот корпус, он делался универсальным, чтобы в нем можно было какие-то разрабатывать дальнейшие музыкальные устройства, и делали специальные пресс-формы. То есть данный синтезатор, в принципе, на свое время был очень технологичным, как для СССР. То есть и то, что в нем применен процессор KR580, аналог которого Intel 80, и то, что есть цифровое управление, то есть это все достаточно прогрессивно на тот момент, и вообще синтезатор отличается достаточно, скажем так, интересным построением, учитывая, что он гибрид. Это очень мне нравится, потому что цифровая часть занимается опросом клавиатуры, на ней собран арпеджиатор, переключение пресетов 4/5, то есть можно получить 20 вариаций в стандартном исполнении с завода. При модификациях можно получить гораздо большее количество вариаций звука. Пресеты здесь переключают не только форму волны, но и тембр, и мод, который я, собственно, на нем делал. Это возможность переключения на любой из пресетов, любую форму волны, а также автопереключение форм волны на пресеты. Рассмотрим переднюю панель. Здесь достаточно небольшая клавиатура. Клавиатура здесь реализована классически для производства вектор, то есть гирконовая. Это еще с мануалов, с FMEM, то есть все здесь на гирконах, и это хорошо, это надежно, потому что она не окисляется, никаких с этим проблем нету. Она небольшая, здесь всего 3 октавы. Внутри находится алюминиевое шасси, на которое, собственно, и собраны все платы, и на которое закреплен корпус. Также в синтезаторе Maestro впервые применен достаточно удобный джойстик, то есть вот до этого как-то с джойстиками в СССР в синтезаторах совсем было плохо, либо они отсутствовали целиком, либо они были, ну, скажем так, неудачными. То в данном случае джойстик, то есть имеет ось X, ось Y, и также можно делать некоторые комбинации, то есть можно крутить и так далее. И он достаточно надежен, хотя и выполнен по-советски на резисторах таких топорных, но это достаточно хорошо. Вот этого регулятора в стандартном синтезаторе нету, это уже модификация, то есть здесь добавлен у меня энкодер, который позволяет регулировать частоту автопереключения. О моде я вам расскажу чуть-чуть поподробнее, чуть попозже. Видим переднюю панель, на ней мы видим 4 резистора, которые отвечают за, скажем так, аналоговую часть, да, и один резистор, который переключает скорость, регулирует скорость арпеджиатора, то есть он регулирует цифровую часть. Что здесь расположено? Здесь расположено, значит, начнем с самого верха, да, то есть подписаны генераторы, настройка. Это общий строй инструмента, по факту это транспонирование. Нужен этот регулятор для того, чтобы мы могли подстраивать инструмент в тон с чем-то другим. Вторым регулятором является хорус, то есть и когда мы включаем, включается хорус, а также мы регулируем им глубину модуляции. Хорус здесь, в общем-то, шумный, как и во всех других, скажем так, устройствах того времени, потому что он организован на аналоговой линии задержки, и то, что он шумит, немножко шуршит, это вполне для него нормально. Нижние 2 настройки — это настройки вибрато, то есть его частота, его глубина. Также введение вибрато можно делать с помощью джойстика, и это достаточно удобно при игре каких-то соло. Следующие 2 блока — это фильтр и усилитель. Фильтр, соответственно, регулирует частоту среза и резонанс. По умолчанию в данном устройстве фильтр работает только на группу медных, и одной из модификаций, которая здесь произведена, является то, что и еще есть такая особенность, есть тут регулятор затухания, вот он находится, то есть он работает тоже не во всех пресетах, и получается в медных он вообще выключен.
И одна из модификаций является как раз таки включение данного регулятора, чтобы он работал всегда и везде. Также можно сделать так, чтобы фильтр тоже можно было включить на любой пресет, но я этого не делал, мне не сильно нравится данное решение, но это сделать можно. Включим фильтр. Фильтр здесь поливоксовский, и поэтому он звучит очень, скажем так, агрессивно, то есть как ему и полагается. То есть у нас есть частота среза и резонанс. И также на усилителе есть две ручки. Это громкость общая синтезатора и, собственно, громкость затухания. Вот эта ручка в этом пресете работать не должна, это уже модификация, то есть она здесь стандартно в минимальном положении находится, но здесь уже произведен мод, и можно регулировать длину затухания и фильтр одновременно, чего нельзя сделать в стандартном Maestro. Следующий блок, который можно увидеть, это блок арпеджиатора. То есть здесь скорость арпеджиатора, пуск его и режимы переключения. Здесь можно запоминать ноты, то есть сейчас включим арпеджиатор. Этой кнопкой мы переключаемся в режим клавиатуры, и арпеджиатор будет работать только когда я зажму какие-то клавиши, например, две ноты. Это достаточно удобно. Также можно менять направление проигрывания, но это ниже клавиша, а до этого клавиша переключает режим арпеджиатор либо тремоло. Арпеджиатор, то есть перебирает ноты, тремоло просто повторяет эти ноты. Есть направление в одну сторону, то есть снизу вверх, да, либо в две стороны, вверх и вниз. Также есть режим, насколько я понимаю, это долей. То есть делаются короткие такие нажатия. Не знаю, как он правильно называется, надо, наверное, посмотреть в инструкции, но я, как любой советский человек, этого не делаю. Так, и следующий блок является матрица 4×5 тумблеров, которая дает в стандартном исполнении 20 вариаций. И они подписаны, соответственно, звучанию, фильтрам, то есть это клавинет, пиано 2, пиано 1, харпси, харпси 1, саббейс, виолончель, альт, скрипка 2, скрипка 1, фагот, кларнет, гобой, флейта, пикколо, труба, тромбон, труба 3, труба 2, труба 1. Сейчас мы, в принципе, послушаем стандартные пресеты. Сейчас я надену наушники. Начнем с первого. В принципе, нижний ряд является как бы переключением октав регистров. По факту он увеличивает просто частоту звучания. Клавинет. Пиано 2. Пиано 1. Харпси 2.
Следующий пресет Harp C1. Есть некоторая особенность данного арпеджиатора, то есть он запоминает порядок, соответственно, порядку нажатия клавиш. И когда вы нажимаете аккорд, вы, в принципе, никогда не можете знать, какая клавиша сработает первой. Это зависит именно от порядка нажатия, от момента, в котором находится опрос клавиатуры в данный момент и так далее. И поэтому каждый раз, когда вы жмете аккорд, то есть у вас есть вероятность получить некоторые вариации звучания. Слушаем струнные, как звучит саб-бас. На нем работает фильтр, и по умолчанию он был короткий, но здесь, как я упоминал, есть модификация, которая позволяет редактировать длину задержки даже теперь на на пресетах с фильтром. Очень такой пробивной басовый звук, чем-то отдаленно на некоторых настройках фильтр напоминает 303, и он достаточно круто звучит в треках. Следующий пресет — виолончель. Я сейчас не включаю на этих пресетах хорус и вибрато, но в принципе сейчас на одном из них включу ради интереса. Альт звучит здесь вот таким образом.
Арпеджиатор данного синтезатора — это, наверное, самое интересное, что у него есть. Позволяет очень долго сидеть за данным синтезатором в переборе звуков. И вот эта вот некоторая случайность от запоминания порядка клавиш, то есть дает много интересных вариаций. Следующий пресет называется скрипка. Следующий пресет, который я вам покажу, это скрипка 1. Очень высокий звук. Очень высокий звук. Следующий пресет — это фагот. То есть на некоторых пресетах здесь есть включен фильтр, да, а на некоторых, вот как на фаготе, там есть пассивный некий фильтр, то есть цепочка, RC-цепочка, которая задает окрас звучания данного инструмента. Далее кларнет. Следующий пресет гобой. Флейта. Пикколо. И нижний ряд, самый интересный, с фильтром. Слышно, как работает фильтр. Это, в принципе, тоже нормально на данном уровне усиления. Туба звучит вот таким образом. Тромбон.
Труба 3 звучит вот таким образом. Труба 2. И последний пресет, труба 1. Примерно таким образом звучат стандартные пресеты синтезатора Maestro. Сейчас, кстати, мы можем слышать шум хоруса. Таким образом звучат аналоговые линии задержки, поэтому выключаем их, если они не нужны. А теперь поговорим об интересном. То, что сделано дополнительно в данном синтезаторе. Thank you.
Помимо модификации, которая связана с режимом затухания во всех пресетах, было добавлено автоматическое переключение осцилляторов. Добавлены были 3 тумблера, 3 светодиодных индикатора, а также был добавлен энкодер в левой части над джойстиком, которым можно менять скорость автопереключения. Как все это работает? Дело в том, что в Maestro есть, в принципе, 3 типа осциллятора. То есть прямоугольник с короткой скважностью и пила. Вот, и в каждом из пресетов используется тот или иной осциллятор плюс какой-то из вариантов фильтра, либо пассивный, либо активный, да, поливоксовский, плюс какой-то из вариантов огибающий, если это есть. И таким образом у нас получается 20 вариаций звука. Мой мод позволяет использовать в каждом из этих пресетов любой из 3 осцилляторов, а также использовать автоматическое их переключение с определенной скоростью. Сейчас я вам покажу режим переключения осцилляторов вручную. Для этого нужно нажать на энкодер, и мы переключаемся в ручное переключение осцилляторов. То есть в данном случае это как раз и есть 3 осциллятора. Рассмотрим возможности данного мода. Когда все 3 тумблера находятся вверх, синтезатор Maestro работает в своем стандартном режиме. То есть все пресеты работают так, как они сделаны с завода. Сейчас я, кстати, выключу синтезатор, чтобы показать его в режиме инициализации. То есть по умолчанию мой мод запускается в режиме автопереключения осцилляторов. Я сейчас его выключу. Это можно сделать, нажав на энкодер и подержав какое-то время. Когда я переключаюсь в этот режим, я могу переключать осцилляторы Maestro вручную. То есть как каждый из них, так и какие-то комбинации. То есть, например, запустить все 3 сразу на данный пресет. Что это дает? По умолчанию в Maestro на каждом из пресетов включен тот или иной осциллятор. И, понятно, есть фильтр на каждом из пресетов какой-то, либо активный, либо пассивный, форма огибающая. Вот, то с помощью данного мода можно в любой из пресетов включать любой осциллятор. Покажу на примере. То есть сейчас включен пресет клавинет, стандартный Maestro. Все мои тумблеры выключены, это значит, что мой мод не задействован. Хоть светодиоды светятся, но это просто показывает состояние его логики. Он выключен. Звучит стандартный пресет клавинет Maestro вот таким образом. Когда я включу управление, то есть сейчас я включил все 3 тумблера, возможность добавления всех 3 осцилляторов, я могу включить на этот же пресет любой из них, либо комбинацию, например, 3. Или 2 первых.
Покажу сейчас на примере, буду переключать поочередно варианты режима. Это все один и тот же пресет, но просто на него будут меняться разные осцилляторы или комбинации. Если я буду крутить дальше, они будут просто по кругу переключаться. Таким образом, на каждый из пресетов, 20 штук, которые имеют, как я уже говорил, свои те или иные особенности, фильтры, либо включенный активный фильтр, можно включить любой из осцилляторов вручную. То есть, например, я могу переключиться в режим трубы и присоединить активный фильтр. И выбрать форму, например, прямоугольника. Да? Либо другую. Либо комбинацию. Таким образом, мы к 20 стандартным пресетам Maestro получаем еще примерно по 6 комбинаций на каждый пресет, потому что здесь примерно 6 комбинаций, насколько я помню. Первый, второй, третий, 2 первых соединены, 2 последних и все 3 вместе. Но самое интересное, это, конечно же, не ручное управление, а автоматическое. Для этого мы возвращаемся в режим автоматического управления. Я зажимаю. Сейчас поставлю какой-то один осциллятор. Модификация запомнит, в каком положении было ручное управление, но когда я зажму энкодер, мы переключимся в автоматическое управление, а также мы можем регулировать его скорость, соответственно, влево или вправо. Сейчас мы слышим такие щелчки, это как раз таки переключение между осциллограммами, это меняются каналы, и каждый канал немножко шумит по-разному, поэтому мы слышим некий шум. Как это звучит? То есть давайте остановим, либо нет, выключим. То есть стандартный пресет клавинет звучит вот таким образом, да, напомню. То, когда я включу автоматическое переключение осциллограмм, будет звучать вот так. Тем самым мы получаем некое разнообразие тембров и форм волны, потому что скорости переключения можно получать некоторые разнообразные рисунки, комбинации прямоугольника со скважностью и пилы.
И на ходу можно использовать либо переключение между всеми тремя формами волны, либо, например, двумя. То есть как это звучит. Интересный момент. Если мы находим тот осциллятор, который отвечает за данный пресет, вот видите, два тумблера сейчас отключены, которые дополнительные, и я знаю точно, что пресет труба работает с осциллятором номер 3, то мы получаем таким образом эффект гаппинга, то есть включение либо выключение данного осциллятора. С помощью данного мода можно получать гораздо большее количество вариаций и комбинаций и очень интересные звуки. Но самое интересное применение данной модификации возникает, когда используем мы его совместно с арпеджиатором, потому что арпеджиатор имеет свою частоту переключения и, скажем так, комбинацией двух скоростей, то есть переключение арпеджиатора и переключение осцилляторов, можно получить очень такие интересные бьющиеся звуки. Сейчас попробую это показать. Для этого
Очень классная модификация, позволяет играться вот этим пересечением скоростей арпеджиатора, переключения осцилляторов и тембрами, собственно. И это добавляет огромных возможностей данному прибору. Следующая модификация, которая была произведена с данным синтезатором, помимо добавления автоматического переключения осциллятора, ручного и автоматического, да, и помимо того, что теперь можно затухание использовать совместно с фильтром на группе медных, был добавлен MIDI. То есть и добавление MIDI в данный синтезатор превращает его в очень интересный инструмент для музыкантов, которые выступают живьем и на каком-то необычном оборудовании. То есть, что есть в данном синтезаторе? Он небольшой, в нем поливоксовский фильтр, в нем некий набор, скажем так, осцилляторов, достаточно мощно звучащий в паре с фильтром. Он современно выглядит, и он очень плотно звучит. И именно вот комбинация этих факторов делает этот синтезатор достаточно привлекательным с точки зрения музыкантов, как на мой взгляд. То есть мне кажется лично, что маэстро достаточно недооценен, потому что на слуху у всех там поливокс, а маэстро почему-то не пользуется такой популярностью. Хотя он намного более такой, скажем так, компактный. Это, конечно, другой класс устройств. Я понимаю, что там монофонический, дуофонический синтезатор, да, здесь совершенно другая штука, но его звук это его достоинство. Сейчас я запущу MIDI-партию, которую будет воспроизводить маэстро, то есть у меня будут свободные руки, я смогу покрутить те или иные тембра, и это очень классно, скажем так. В паре с внешним секвенсором каким-то, Ableton, Fruity Loops, либо железным устройством, данный прибор становится очень агрессивным и злым. Сейчас я буду проигрывать стандартные мелодии из комплекта Fruity Loops, которые находятся в папке Scores. Там есть и трансовые мелодии, и всякие другие разные. То есть, и покажу вам, как звучит данный синтезатор, когда он мидирован. И не нужно думать о том, чтобы играть мелодию, когда руки свободные, можно крутить просто ручки. Следующий паттерн мелодически достаточно злой, и именно на нем проявляется прелесть маэстро как альтернатива TB-303.
Хотелось бы подвести итог по данному синтезатору. В принципе, я думаю, что какие-то особые слова не нужны. Все, что нужно, вы слышали сами. Я, как мог, постарался раскрыть прибор в каком-то таком современном аспекте звучания. И я считаю, что если добавить в маэстро MIDI, то это достаточно неплохой прибор для написания музыки даже в нынешнее время. Он звучит достаточно резко, достаточно агрессивно. В нем есть некоторые такие трансовые задатки, то есть мотивы, то есть при добавлении некоторой реверберации либо дилея этот прибор начинает звучать очень-очень хорошо. При наличии MIDI в этом приборе, то есть избавляет вас от надобности играть что-то руками, и у вас остается больше возможностей для артикулирования, собственно, тембром синтезатора, а тембров здесь даже стандартных, без всяких модификаций, достаточно много. Вот. При добавлении же модификаций, переключения, добавления осцилляторов и автопереключения, данный прибор становится совершенно многогранным, его можно использовать в разных стилях музыки, можно получать различные шумовые эффекты, вот, всякие тремоло, то есть вплоть до ринг-модуляции на предельных значениях, и это дает еще больше возможностей данному синтезатору. Оставил бы я этот синтезатор себе? Да, и у меня есть два маэстро. К сожалению, в обоих из этих маэстро проблема с цифровой платой.
Поэтому еще будут обязательно продолжение моих роликов о ремонте Maestro. И на текущий момент я настолько хорошо уже стал разбираться в синтезаторе, что у меня возникает идея заменить центральный процессорный блок на что-то более современное, но оставить в нем родные таймеры, чтобы звук был таким же исходным, как в Maestro. То есть будет все те же 4 голоса, все тот же таймер, но, скорее всего, вся обвязка будет другая. Когда я закончу эту идею, этот проект, я это все выложу в открытый доступ, и это даст возможность владельцам сломавшихся Maestro оживить свои аппараты. То есть там будет совместимый блок полностью по разъемам, в который нужно будет просто подключить шлейфы, и он будет с MIDI, он будет на современном процессоре, но со старой начинкой. Аналоговая часть здесь, в принципе, достаточно надежная, она редко ломается. Обычно вылетает что-то в цифровом блоке, либо микросхемы, либо ПЗУ, ну, ПЗУшки редко летят, но в моем случае оба синтезатора были сбитыми ПЗУ. И я оставил бы себе подобный синтезатор. Когда я свои доделаю, один из них останется в моей коллекции, потому что я считаю, что это очень классный прибор для лайвов, для выступлений, для студийной какой-то работы. На нем можно накрутить действительно неплохие мелодии, тембры, и, как вы видите, даже с помощью всего лишь одного синтезатора можно, в принципе, начать формировать композицию, и она звучит достаточно приятно. На этом сегодня все. Рекомендую вам сходить и подписаться на канал Владимира Кузьмина, там, где он рассказывает про историю данного синтезатора, а также других своих разработках в Квинтете, Поливоксе, Артоне. Артон — это версия Maestro с, по-моему, не с вокодером, но, в общем, с какими-то голосовыми такими звуками, с формантным, по-моему, извлечением. Это, наверное, самый редкий синтезатор, я его никогда не видел, вот, и, возможно, он даже существует всего лишь в одном экземпляре, не знаю, надо спросить. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео, надеюсь, вам было интересно, немножко такой сумбурный получился обзор, у меня появилась основная работа, которая забирает очень большой процент моего свободного времени, в связи с чем ролики на канале выходят очень редко. Всем успехов, до новых встреч, с вами был канал Трипология звука.